Меры будут зеркальными, но не только. Они включают высылку аналогичного количества дипломатов, и они включают наше решение отозвать согласие на функционирование Генерального консульства Соединенных Штатов в Санкт-Петербурге. Со стороны Москвы последовали обещанные зеркальные меры. Око за око, зуб за зуб. Количество высланных из России зарубежных дипломатов будет строго соответствовать числу российских дипработников, выдворенных из 20 с лишним государств. Кстати, почти все они являются либо членами НАТО, либо надеются ими стать. США, видимо, придется заказывать частный самолет. Россию должны покинуть 60 американских дипломатов. Ровно столько же их российских коллег выслал Вашингтон. Также в связи с решением Америки закрыть консульство России в Сиэтле будет прекращена работа генконсульства США в Санкт-Петербурге. Зеркальный ответ — ни больше, ни меньше. И вновь Москва призывает Вашингтон остановиться. Властям США, поощряющим и раздувающим кампанию клеветы против нашей страны, предложено одуматься и прекратить безрассудные действия по разрушению двусторонних отношений. Россия категорически отрицает причастность к инциденту в английском Солсбери. После высылки дипломатов Москва заявила, что никогда раньше не сталкивалась с подобным издевательством над международным правом и созвала внеочередное заседание Организации по запрещению химического оружия. Тем временем ОЗХО направила в Великобританию технических экспертов, чтобы взять образцы вещества, примененного против бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Но это расследование будет лишь техническим. Эксперты Организации по запрещению химического оружия приехали в Великобританию по ее приглашению для того, чтобы составить свое мнение и провести анализ вещества, которым, как утверждают британцы, были отравлены Сергей и Юлия Скрипали. Кстати, само расследование до сих пор не закончено. Как вы знаете, Скотланд-Ярд говорит, что еще потребуются месяцы. А вердикт уже вынесен. Великобритания и ее союзники настаивают, что за отравлением стоит Россия. Но Москва отрицает подобные обвинения и заявляет, что все происходящее имеет политическую подоплеку.